Глава ЦБ Эльвира Набиуллина вступила в заочную перепалку с начальником Ростеха Сергеем Чемезовым. Перепалка очень интересного свойства. Обе стороны в ней вполне конкретно говорят о перспективе, пожалуй, что худшего типа экономического кризиса, о стагфляции. О ситуации, где экономика стоит на месте, стагнирует то есть, или падает, а при этом есть высокая инфляция. Очень занятно, что люди, которые еще не так давно светились от счастья, рассказывая, как похорошела Россия при войне, сейчас начинают прям официально прогнозировать катастрофу. Причем единственный предмет спора не сам факт катастрофы, а кто в ней будет виноват. Чемезов говорит, что виноват ЦБ. Ведь с такой ставкой можно только наркотиками торговать, да и то не факт. И вся российская промышленность, весь оборонный сектор просто пойдут по миру, прихватив с собой всю экономику, что вот-вот вместо дефицита рабочей силы мы получим взлет безработицы, потому что рабочие места разом схлопнутся. Государственная программа поддержки ограничены как по лимитам, так и по промышленным отраслям. Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции. Это термин, может быть, не всем знаком, вот он не так часто применяется. Стагфляция – это когда одновременно падает и производство, и потребление. Эльвира Набиуллина говорит: да, все так, нам грозит стагфляция. Но не потому, что я ставку задрала, ставкой я ее хоть как-то откладываю, а потому что вы войну устроили и залили экономику рублями, создали искусственный спрос, против которого нет предложения. Ваши предприятия и рабочие места схлопнутся не из-за дорогих денег, а потому что их вообще не должно было быть. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции. И остановить ее можно будет лишь ценой глубокой рецессии. Это действительно интересная дискуссия, особенно в государстве, которое столько времени всех убеждало, как ему все нипочем, как санкции не работают и как воевать бы вечно, ведь настолько все прекрасно. Чтобы понять, что такое стагфляция, которые настолько уверенно пугают с обеих сторон, давайте сначала посмотрим на самый яркий ее пример – на кризис в Соединенных Штатах 70-х годов, а потом обсудим ситуацию в России. Вы никогда не задумывались, почему американцы так помешаны на 80-х? Казалось бы, на дворе 21 век, середина 20-х, место ностальгической эпохи уже давно должен был занять кто-то другой. Как минимум потому, что для людей моложе 40 80-е – это не ностальгия, а древность. Но происходит нечто иное. Как минимум с начала нулевых 80-е воспринимаются теплым, ламповым прошлым, когда дискеты были большими, боевики тупыми, война холодной, лосины яркими, а песни душевными. В 80-х есть свой безошибочно узнаваемый стиль, к которому уже лет 20 отсылаются во всем. В фильмах, книгах, сериалах, музыке. Даже целую президентскую кампанию можно вести и даже выиграть под лозунгом «Вернем Америке былое величие», что следует читать как «Я б в Рейгана пошел, пусть меня научат». Ни у какого другого десятилетия нет такого культового статуса и такой высокой узнаваемости. Культурный феномен – да, но у него есть вполне рациональное объяснение, важное для нашего сегодняшнего разговора про Россию. На 80-е пришелся ренессанс Соединенных Штатов, наступивший после худшего периода в послевоенной истории, после той самой стагфляции 70-х годов. Как в любом мощном кризисе, тут в одном десятилетии сошлось сразу все в идеальный шторм. Во-первых, закончился мощнейший драйвер американской экономики. 20 лет подряд США росли за счет того, что оставались единственной большой и развитой страной, чью промышленность не извела под корень Вторая мировая война. 20 лет американский рабочий плавил сталь за себя из-за того немца, француза, британца, чья доменная печь лежала в руинах. 20 лет по всем ключевым промышленным отраслям американцы находятся в позиции от доминирующей до монопольной. Но к концу 60-х Европа окончательно оправилась от войны и не просто перестала зависеть от американской промышленности, но начала составлять мощную конкуренцию США на внешних рынках. Да, промышленное производство в США в любом случае пострадало бы, безработица выросла бы естественным образом, в порядке вещей. Но в 1973 году случилась война судного дня, и ОПЕК не только резко сократил добычу, но ввел эмбарго на поставки нефти во все западные страны, поддерживающие Израиль. Нефть в один момент подорожала в 4 раза, с 3 до $12 за бочку. И тут же заканчивается Вьетнамская война.
А окончание любой большой войны, сворачивание связанных с ней расходов – это всегда мощный фактор торможения экономики. Индустрия, которая еще вчера снабжала черную дыру войны всем необходимым, от трусов до снарядов, теперь резко становится не нужна. Плюс 70-е – это взлет первой очереди азиатских тигров, когда оказывается, что на свете существуют японские автомобили и тайваньская электроника, которые с большим успехом вытесняют американцев даже на американском внутреннем рынке. Некогда процветающие индустриальные центры, самые известные из которых Детройт, начинают с такой скоростью банкротиться и вымирать, будто там чума прошла. На экономические проблемы накладываются социальные. Сотни тысяч вернувшихся из Вьетнама солдат обнаруживают, что их никто особо не ждет и не встречает. Что рабочих мест для них тут никто не предусмотрел, и отношение к ним, к их подвигам, мягко говоря, не такое же, как было к их отцам, воевавшим с Гитлером. Короче говоря, куча негативных факторов сошлось в одной точке, и это дало свой результат. Все десятилетие экономика США шаталась между нулевым ростом и падением, безработица достигла 9%, а инфляция рекордных для США 15%. Именно такое состояние экономики называется стагфляцией, когда экономика стагнирует или падает при очень высокой инфляции. Подобный кризис опасен тем, что с ним нельзя справиться привычными методами. С обычной рецессией все просто. В экономике упал спрос, упали инвестиции, производство, сократились рабочие места. Надо дать экономике денег. Можно их дать через снижение ставки, удешевление кредита, то есть, а можно через рост государственных расходов. Если в экономике никто не хочет тратить деньги, вы либо даете возможность брать деньги за очень дешево, либо сами начинаете их тратить. Как правило, происходит и то, и другое. Но со стагфляцией так не работает. Стагфляция – это ситуация ни туда, ни сюда. В попытках обуздать инфляцию вы сокращаете расходы и повышаете ставку. Экономика тут же проваливается. В ней наступает дефицит ликвидности. Делаете наоборот. Вкачиваете деньги в экономику, вместо роста получаете взлет инфляции. Сейчас прервемся на небольшую рекламу моей книги. Ее теперь можно купить и из России, и из других стран в магазине «Эхо». Посмотрите, пожалуйста, покупайте. Скоро продолжим. Удивительный парадокс. Те исторические события, которые непосредственно влияют на жизнь наших сограждан, по сей день известны россиянам меньше, чем история Октябрьской революции или эпохи Сталинского СССР. Хотя, казалось бы, с революцией прошло больше сотни лет, а перестройка была относительно недавно, и многие видели происходящее собственными глазами. Тем не менее, существует много мифов о 90-х, многие из которых создала пропаганда. Поэтому я выпустил книгу «История новой России». Вот тут она у меня в кадре всегда стоит. Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов. Прочитав ее, вы узнаете, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе и как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской России. Ну и, собственно, как именно Путин строил в нулевых свой режим. Событий много, и они довольно запутанные, но мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки. Отличным подарком. Вот тут такие иллюстрации. Мы специально для каждой страницы, а это вот текст и иллюстрация. Мы вот так вот специально их красиво нарисовали. Все ссылки я оставлю в описании. Также я хочу напомнить, что у нас есть мерч. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шопер. Все очень качественное. В общем, переходите на сайт и выбирайте. Тем более, что сейчас на эти товары действует акция. Если подумывали купить, сейчас самое время. Как протекает классический циклический кризис? В какой-то отрасли накопилась неэффективность. Пузырь надулся, пузырь лопнул. Инвестиции, спрос, рабочие места сжались. Но потом с той же скоростью все восстанавливается краше прежнего. И если классический циклический кризис – это ужасный конец, то стагфляция – это ужас без конца. Это не отдельный пузырь, который лопнул и освободил место для роста. Стагфляция возникает, когда структура экономики оказывается в принципе нежизнеспособна в новых обстоятельствах. Закачивание денег в такую экономику не дает ей стимул для роста, потому что расти не на чем, каркас сломался. Хороший тут пример – авиация. Авиакомпаниям, которые стремились возить пассажиров все быстрее и роскошнее, которые конкурировали модельной внешностью бортпроводниц, ресторанным питанием,
которые запускали сверхзвуковой «Конкорд» через океан. Можно давать кредиты, можно субсидии, толку ноль. Их бизнес-модель мертва. Когда топливо стоит денег, а людей с деньгами стало сильно меньше, в любом случае эта индустрия не оживет, пока полностью не переродится в новую, которая будет думать не о том, как комфортнее и быстрее миллионера перекинуть через океан, а как утрамбовать в салон побольше менеджеров по продажам и заставить двигатели жрать поменьше керосина. Нет никаких макроэкономических трюков. Нужно просто ждать, пока это случится. Америка 70-х очень мрачное во всех отношениях место. За десятилетие количество убийств вырастет почти в 1,5 раза, с 16 тысяч до 23, изнасилований более чем в 2 раза, с 38 до 83 тысяч. Примерно вдвое вырастет суммарное число насильственных преступлений. Старая экономика закончилась, и в течение целого десятилетия все становилось только хуже. Сбережения обесценивались, цены росли, заводы закрывались, рабочие места исчезали. Еще недавно цветущие благополучием места превращались в рассадники социальной катастрофы, где у заколоченных окон некогда роскошного ресторана бездомные ветераны грелись у горячих бочек. Погуглите, как выглядел Нью-Йорк в те годы. Вам туда точно не захочется, даже если не знать, что там в неделю убивают по 40 человек. По-русски стагфляция – это безнадега, когда вся старая жизнь оказалась иллюзорной и ее не реставрировать. Это худший вид кризиса, потому что никакого рецепта выхода из него не существует. Мы не будем тут останавливаться на том, как именно Америке повезло в 80-е. Важно, что 70-е там до сих пор воспринимаются примерно как у нас 90-е. Нищее и опасное время, за которое люди успели привыкнуть, что ситуация становится только хуже. Отсюда такая ностальгия по временам Рейгана. 80-е тоже были совсем не беспроблемными, но по сравнению с 70-ми они стали раем и избавлением. Понять, что вы движетесь в сторону такого кризиса, очень легко. Главный индикатор – исчерпание монетарных инструментов. Ровно тот удивительный процесс, который мы наблюдаем сейчас в России. Центробанк повышает ставку, но ничего не происходит. Раунд за раундом Банк России говорит, что новая ставка позволит удержать инфляцию у целевых значений, а инфляция на это вообще никак не реагирует. Когда глава ЦБ официально заявляет, что, мол, мы повысили ставку и повысим еще, но инфляция все равно будет вдвое выше цели, строго говоря, непонятно, имеет ли это действие вообще хоть какой-то смысл. Будь денежная политика мягче или жестче, могло ли иметь это вообще влияние какое-то на цифры? Когда мы видим, что курс доллара при неизменной цене на нефть и повышении ставки продолжает потихоньку расти, возникает вопрос. ЦБ вообще все еще контролирует ситуацию? Рычаг, который дергает ЦБ, все еще подключен к чему-то? Или весь расчет на психологический эффект только, и они дергают пустой рычаг? Если действия Центрального банка не влияют на макроэкономику, не влияют на инфляцию, то экономика движется именно в ту сторону, о которой синхронно заговорили Чемезов и Набиуллина, перекладывая ответственность друг на друга. Экономика движется в сторону стагфляции. Если же говорить про конкретные отрасли, которые нам могут просигналить, что скоро будет плохо всем, то первое, куда нужно смотреть, это на жилищное строительство и на рынок недвижимости. Рынок жилья – очень хороший индикатор, потому что он, как и рынок автомобилей, первым реагирует на любые колебания экономики. Квартира или дом – это грандиозная покупка, на которую люди обычно решаются раз в жизни. Для большинства покупка жилья связана с кредитом, который будет отбирать существенную часть доходов в следующие 15, 20 или даже 30 лет. Для большинства людей само вступление в ипотеку связано с полным опустошением банковского счета, утратой всех сбережений на выплату первоначального взноса. То есть факторы, которые на решение о других покупках влияют не так сильно, в случае ипотеки меняют все. Слишком многое должно сойтись в одной точке. Покупая квартиру за 10 миллионов рублей, человек должен быть уверен, что эквивалент его годовой зарплаты в 2 миллиона, который он вынимает из закромов для оплаты первого взноса, что эти деньги не понадобятся ему в ближайшем будущем. Что его не уволят с работы, что не возникнет никаких непредвиденных расходов, что он сможет позволить себе некоторое время прожить безо всякой подушки безопасности. Человек должен быть уверен, что в течение очень длительного периода его жизнь будет достаточно стабильной, чтобы обслуживать ипотеку. 20 лет – это срок за пределами горизонта любого планирования. Закрывать последние платежи будет уже другой человек. Брали ипотеку потому, что ребенок родился, а закроют ее уже при внуках. Ипотека – это большой срок и большие деньги. Любое изменение условий, колебание ставки радикально меняют дело.
Если вы берете стиральную машинку за 30 тысяч рублей в кредит на год, то плюс-минус пофиг вам, дают его под 10% или под 15%. Сухая разница в 1500 рублей, размазанная на год, величина, которой можно пренебречь. Но чем больше и долгосрочнее кредит, тем сильнее на него влияет ставка. С точки зрения домохозяйства, ипотека – самый большой и длинный кредит, который вообще может быть. Подорожание денег, стагнация или падение экономики, сокращение рынка труда, любая неопределенность относительно собственного будущего заставляет людей отказаться от ипотеки задолго до того, как они снизят все прочее потребление. Любая нестабильность заставляет людей думать так. При ставке в 5% мне нужно было бы за квартиру платить 66 тысяч в месяц. При ставке в 10% 100 тысяч. Я не уверен, что у меня будут такие доходы. Лучше пока поживем в тесноте, но с 2 миллионами сбережений, в живых деньгах, которые спасут в голодный год, чем останемся без денег и с угрожающим масштабом обязательств. Чуть только в экономике начинает холодать, рынок жилья простужается немедленно. Причем и речь не только об ипотеке. Люди, у которых есть возможность купить квартиру за наличные, тоже считают, что Дворцов заманчивые своды им не заменят никогда денег, которые просто есть. Строительная же отрасль особенная. Одна из тех, в которую упирается почти вся экономика. Добыча сырья, всего из чего строят дом, лес, известняк, глина, песок – это добыча природных ресурсов. Металлургия, химическая промышленность, машиностроение, приборостроение, цемент, краска, асфальт, швеллер, уголок, башенный кран, приборы распределения и учета электроэнергии. Все это кто-то производит или импортирует. Строительство любого дома требует привлечения самых разных специалистов – архитекторов, инженеров всех на свете профилей, геодезистов, теплотехников, дизайнеров, мебельщиков, управленцев и продажников. Пока стандартная пиковская коробка пройдет путь от затеи до выдачи ключей, десятки тысяч людей по всей стране успеют над ней поработать. Причем абсолютное большинство из них не будут в курсе, что железная руда из их самосвала станет арматурой в балке перекрытия. Новый дом в процессе своего строительства создает спрос сразу на всех рынках. Причем продолжает его создавать даже тогда, когда строители уехали. Те, кому повезло жить в новостройках, знают это состояние, когда дом продолжает строиться еще как минимум года 3 после сдачи. 1000 новых квартир – это 1000 дизайн-проектов, подрядов на покраску, укладки ламината и плитки, 1000 новых кухонь, унитазов, стиральных машин, 20 тысяч новых розеток. Десятки тысяч грузчиков будут таскать шкафы на 23 этаж, сотни сантехников прикрутят тысячи кранов и леек для душа. Тем, кто хоть раз делал ремонт в новой квартире, предлагается вспомнить, скольким людям они заплатили. У скольких людей появилась работа только потому, что новым квартирантам банк одобрил ипотеку. Верно ли называть нынешнее состояние рынка жилья в России пузырем? Отчасти. Классический пузырь все-таки выглядит иначе. Классический пузырь – продукт неадекватных ожиданий. Когда рынок начинает верить, если какой-то актив сейчас стоит в 10 раз дороже, чем 5 лет назад, то через 5 лет он обязательно будет стоить еще в 10 раз дороже. Не связывая эту веру ни с какими обстоятельствами реального мира. Вот это пузырь. Ипотечный кризис в США 2008 года – это пузырь. Когда все участники рынка разом забыли, что дом – это не строка в отчете, а физический объект из реального мира, который кто-то должен купить и в нем жить. Что этот кто-то должен существовать в реальности, что у него должна быть какая-то потребность и финансовая возможность. Что если дом в каком-то захолустном городишке уже стоит 10 годовых зарплат, вряд ли он может стоить 20 или 50. Все тогда вдруг решили, что выдать в этом году вдвое больше ипотечных займов, чем в прошлом, великое достижение, забыв, что заемщики вообще-то должны все вернуть. И не любой заемщик это сделает. Вот это был пузырь. У нас ситуация другая. У нас спрос искусственно раздут государством. Причем раздувают его всеми доступными способами. Через резкий рост зарплат в обслуживающей войну промышленности, через рост зарплат во всей остальной экономике, вызванной дефицитом кадров, через выплаты за все на свете, подписание контрактов в саму службу за ранение или за гибель. Не будем повторять в сотый раз. Война, особенно в таком формате, это накачка экономики баблом, как в последний раз. Накачку эту не остановить. Каждый новый снаряд и каждый новый солдат обходятся все дороже. И каждый день надо больше денег, чем в предыдущий. В России, так уж исторически сложилось, собственная квартира – это культ. Не будем обсуждать причины, зафиксируем факт. Большие куски денег, попавшие в руки бедных людей, немедленно отправляются именно на рынок жилья, создавая неадекватный спрос.
Но будто этого всего мало, государство еще и прицельно субсидировало именно жилищный рынок. Льготная ипотека, семейная ипотека, военная ипотека. Масса путей получения кредита в обход реальной ставки. Нельзя сказать, что рынок в данном случае введен в заблуждение. Что кто-то решил, будто квартира в Иваново – хороший объект инвестиций. Ничего похожего. Просто швея на ивановской фабрике теперь шьет не фартуки, а бушлаты и зарабатывает не 20 тысяч, а 100, и радостно берет семейную ипотеку под 3,5%. Это не совсем пузырь, но сдуваться все это будет, как положено, пузырю. Сейчас массовые льготные программы ипотеки отменяют. Что значит, что в стране де-факто нет ипотеки никакой. Потому что если у вас есть возможность внести Сбербанку сразу половину стоимости и заплатить 500% за 20 лет, то у вас найдутся деньги, чтобы просто купить квартиру за наличные. Коммерческой ипотеки сейчас не существует. Никакой рост зарплаты не покроет такую ставку, и рынок жилья – первая отрасль в очереди на помереть. Потому что цены уже адаптировались к бесконечному потоку денег от государства, а теперь он существенно сокращается. Мы явно в той точке, когда жилищный рынок вот-вот встанет. И не просто так мы тут подробно разобрали, до какой степени это важная отрасль для всей экономики. Так же, как рост этой отрасли заставляет экономику расти, дает работу куче специалистов, от столевара до грузчика, также ее схлопывание обрушит все связанные с ней индустрии по принципу домино. Так и выглядит схлопывание пузыря, как дома, которые понастроили под условия прошлой эпохи. Под ожидание, что квартиры будут быстро дорожать, но за ними все равно будут выстраиваться очереди. Такие дома остаются пустыми и мрачными памятниками оптимизму своих создателей. Если застройщик не может продать квартиры в построенном доме, значит, он не может запустить новую стройку, и ему приходится останавливать текущие. Вся цепочка людей и предприятий, которые должны были прямо или косвенно на этой стройке заработать, перестают на ней зарабатывать и идут по миру. Цены на жилье неизбежно начинают падать, но подлость такого кризиса в том, что падение цен не способно стабилизировать и оживить рынок. Пузырь не может просто сдуться и прийти к рыночному равновесию, потому что нет такой цены квартиры, при которой ставка в 25% будет нормальной. Если все пойдет именно таким сценарием, а пока он представляется самым вероятным, то именно жилищный рынок и все смежные с ним отрасли окажутся в безвыходной ситуации. А вместе с этим окажется, что российской экономике нужно в разы меньше бетона. Не потому, что случится рыночная флуктуация и надо будет дать производителям какие-то льготы, чтобы они смогли пересидеть кризис, а потому что в стране будут тысячи полупустых домов, и строить новые не понадобится еще очень долго. Стагфляция наступает в двух случаях. Либо экономические реалии изменились до неузнаваемости, например, как было в Штатах. В прошлом году вы еще могли продавать 3-тонные машины с 8-литровым ведром под капотом, а в этом не можете. Ну и все тут. Ничего с этим не сделаешь, это никак не изменить. Либо оказалось, что предыдущая экономика поддерживалась искусственно. У нас явно второй случай. Государство третий год гуляет, как в последний раз, создав абсолютно иллюзорную экономику, где человек делает дрон, который не пригоден ни для чего, кроме как убить людей в соседней стране. То есть человек не создает никакой ценности, зато на свою большую зарплату создает спрос. Причем в случае жилья этот спрос еще и субсидируемый. Построили завод с дронами, потратили денег, заплатили зарплату сборщику, сборщик взял кредит по ставке в 3,5% и купил квартиру. Все эти сделки суммировались в ВВП. Покупка квартиры создала спрос сразу на кучу рынков. На них выросли доходы, спрос вырос еще больше. С точки зрения цифр ВВП все замечательно, очень быстро все растет. Только этого всего не существует. Все обеспечено наводнением экономики рублями, которое не может продолжаться вечно. А значит, схлопывание, резкий рост цен в сочетании с падением экономики и ростом безработицы – это неизбежное будущее. Причем будущее это ближе, чем кажется. Когда ЦБ видит, что его ставка ни на что не влияет, он не может не говорить о стагфляции. Ровно так она ведь и выглядит. Иллюзорная экономика перестала существовать, и никакие инструменты макроэкономической стабилизации ее не воскресят. С прогнозами в российской экономике есть проблема. Всем кажется, будто экономисты, предрекавшие тяжелый кризис в начале войны, ошиблись. На самом деле они ни разу не ошиблись. Все факторы, о которых 2,5 года назад шла речь, были совершенно реальны. И к ним добавилась куча новых. Государство за минувшее время убило как минимум 150 тысяч трудоспособных людей и заняло непроизводительным трудом еще миллионы.
Просто Россия очень ресурсная страна. И если захотеть, можно отсрочить проблемы и некоторое время жить, прокачивая по экономике бабло усилиями самого государства. Что и было сделано. Но практика эта не бесплатная и не может быть бесконечной. Когда главы ЦБ и Ростеха синхронно говорят о стагфляции, перекладывая ответственность друг на друга, они констатируют реальность. Нельзя вечно жить в сказке. Нельзя одной рукой в экономику вкладывать деньги, которые не создают никакой ценности и конвертируются лишь в смерти по одной из сторон линии фронта, а другой рукой пытаться эти деньги вытащить из экономики ставкой и делать вид, будто так и надо. Делать вид, что сделка по убийству трудоспособного мужика и превращению его жизни в квартиру для родственников может существовать. Будто это часть реальной экономики, а не печать рублей, которые неизбежно обесценятся, а все отрасли, которые на них росли, грохнутся. Инфляция вверх, экономика вниз. Безвыходная ситуация. То, что мы сейчас наблюдаем, похоже на историю с Евгением Пригожиным. Мы с самого начала говорили, подарив уголовнику частную армию, Путин неизбежно столкнется с тем, что уголовник этот выйдет из-под контроля. В 22 году это казалось преувеличением, ведь не пойдут же они войной на Путина. А в 23-м оказалось, что пойдут, потому что некоторые действия неизбежно приводят к предсказуемому результату. Здесь то же самое. Почему раньше Центробанк не бил тревогу и не грозил апокалипсисом? Потому что весь финансово-экономический блок российской власти был рассчитан на поддержку искаженной экономики. Он должен был на коротком отрезке времени держать экономику на искусственном жизнеобеспечении бюджетными деньгами. Негативные последствия будут в таком случае, но проявят они себя когда-нибудь потом, а нам бы день простоять. Сейчас, очевидно, никаким днем даже не пахнет. Что это надолго, что происходящее новая норма, и ЦБ пытается сказать, это нифига не норма, так жить нельзя. Законы экономики можно некоторое время обманывать, откладывая проблемы на будущее, если у тебя много денег и ресурсов. Но нельзя эти законы переписать, и страну ждет безвыходный кризис. И тут что с регулятором, что с главным потребителем расходов на войну Чемизовым? Остается только согласиться. Так и будет. До завтра.